Здравствуйте, меня зовут Татьяна, и вы на канале Вязание Хобби. Сегодня я хочу вам показать вот такие вот замечательные носочки. Они связаны пока по одной паре. Я их связала для сравнения. Хочу вам рассказать об их сходствах, чем они, скажем, одинаковые, и в чем у них отличие. Эти носочки связаны на размер 6-12 18 месяцев. Так, почему вот такая разбежка, вы узнаете, когда будете смотреть дальше видео. Пряжа у нас одинаковая. Это молочный хлопок китайский. Вот я довязываю носочек, и у меня это этикетка. Эта пряжа хороша тем, что ее можно стирать в машинке при 30 градусов. Она антипилинговая, гипоаллергенная, и для носочных изделий она очень хороша. Что касается вот этой пряжи, у меня связаны носки на большой размер 39-41. На моем канале есть мастер-класс по вязанию вот этих вот носочков по петельной. Сможете связать очень подробно даже для начинающих. 39-41. Количество петель у нас тоже одинаковое везде. Здесь 32 петли, здесь 32 и здесь 32 петли. Я вязала на круговых спицах методом Magic Loop. Если кто-то не умеет пользоваться этим методом, у меня на канале есть видео отдельное по пользованию этого метода. Оно очень действительно пригодится тем, кто хочет вязать именно на круговых спицах, потому что этот способ очень удобный и легкий. Переходите по ссылке в описании, там вы найдете. Следующее сходство – это у нас будет количество рядов от последней убавки до мыска. И это у нас было 13 рядов. То есть у нас везде по 13 рядов здесь вывязано. Так, дальше. Вес каждого носочка. Первый 15, второй тоже 15, третий тоже 15. Это то, что у них одинаковые. Так, и в принципе все. Больше у нас сходств никаких нет. Начинаем с носочков номер 1. То есть вот это вот 1, это 2, это 3. Краткое описание вязания таких носочков. Наборный край у нас самый простой способ. Если кто-то не знает, какой самый простой способ вообще существует, скажем так, можете перейти по ссылке в описании, вы найдете там совсем небольшое видео. Дальше я вязала вот эту вот лицевую гладь 25 рядов. Так, и у нас получается в сантиметрах 6. Дальше делила вязание напополам и вывязывала стенку пятки. Стенка пятки вывязана 16 рядов. Поворотными рядами получаются все ряды лицевые. После этого идет у нас чашечка. Так, чашечку я делила каким образом? Получается посерединке 6 петель, по бокам 5. И вот эти 5 петель я их убавляла. Так, как я уже сказала, за 2 петельки вместе изнаночной. Так, вот таким способом еще раз вам покажу. То есть тот, кто хочет вязать вот такие носочки лицевой гладью, это все лицевые петельки точнее будут. Вам придется только в чашечке вот здесь вот провязать вот в нескольких местах за 2 петельки вместе передние стеночки и изнаночной. Вот так вот провязывается изнаночная за 2 петли вместе. Все. Остальные петельки у вас будут лицевые. То есть здесь вообще ничего сложного нет. Так, после того, как была вывязана чашечка, я набирала по бокам 9 петель. И лишних петель, которые я убавляла, у меня получилось 4. То есть у нас было 32 петли. Здесь, соответственно, должно тоже остаться 32 петли. Так, и мне пришлось убавить 4 петельки.
После этого, как сформирован был клин подъема, у меня идет дальше 13 рядов. То есть, так же, как и везде, 13 рядов. После того, как я провязала 13 рядов, я формировала мысок, и у меня он идет, называется пропеллер. Так? Мысок я вывязывала таким образом. Делила вязание уже на 4 части. У нас было 32 петли, значит, на каждой части у нас по 8 петель. Так, и затем я убавляла по 2 петельки в каждой части. То есть у нас как бы получается такой вот пропеллер. Есть такое название мыска. И сверху он выглядит вот таким образом. Так. Убавки делаю я каким образом? 4 убавки в каждом втором ряду, а затем 2 убавки в каждом ряду. И закрывала уже оставшиеся на спицах 4 петли на одной и на второй. То есть 8 петель. Затем я их иголочкой стянула и заправила вовнутрь носочка. Так, вот этот кончик, я еще его не обрезала. Так. По этому носочку я хочу немножко дополнить. Стенка пятки, смотрите, она же совсем другая, чем в этих носочках. Она провязана следующим образом. Стенка пятки, то есть когда мы вяжем стенку, после того, как мы поделили вязание напополам. Так, стенку пятки мы провязываем лицевыми петлями, они у нас поворотные, то есть все время лицевые будут петельки, в том числе и последняя петля и первая кромочная. То есть первую кромочную мы снимаем, а последнюю провязываем лицевой. Не снимаем, а именно провязываем. И таким образом мы формируем стенку пятки. Тогда, когда будем набирать вот эти вот петельки боковые, у нас получится, ну, вот так вот, тоже симпатично. Что касается наборного края, я хочу сказать следующее. Это такой простой классический край, но, конечно, он смотрится, скажем, не очень симпатично. Поговорим о носочках номер 2. Носочки номер 2, они связаны немножко по-другому. Так? И смотрите, здесь у нас отличие в первую очередь какое будет. Забыла вам сразу сказать. Здесь у нас будут спицы номер 3. Здесь у нас 3,5. А здесь, как ни странно, номер 4. То есть, смотрите, они совсем разные. Спицы разные, точнее. И, казалось бы, здесь тройка, здесь 3,5, а здесь 4, номер 4. Отличие в чем заключается? В первую очередь, что бросается в глаза? То, что вот эти вот носочки, которые связаны 3,5, так, они шире, чем остальные. Почему? Потому что, естественно, связано вот таким вот узором. Самым простым, неприхотливым чередованием лицевых и изнаночных рядов. Поэтому, смотрите, можно подобрать такой узор, чтобы пошире был вот этот вот манжет для ножки. Так, если хотите поплотнее, естественно, нужно брать спицы поменьше. Вот такой вот плотный получается у нас носок. Носочек номер 2. Здесь у нас получается тоже 32 петли набраны. Манжет и погренок я вывязывала, чередуя 5 лицевых, 3 изнаночных ряда. Всего у меня было вывязано 24 ряда. И если сравнивать размеры, у нас получается, здесь, как мы сказали, 6 сантиметров было, то здесь, если растянуть, оно будет немножко больше. Вот отсюда начиная, и где-то мы здесь вот заканчиваем наш паговинок. Так, вот. Но за счет того, что вот такой вот узор получается, естественно, оно уплотняется. Так, дальше. Стенка пятки вывязана, смотрите, с первым носочком у нас получается то же самое, платочная вязка. Так, одинаковые, то есть лицевые петельки в каждом ряду, и в лицевой стороне, и в изнаночной.
Так, единственное у нас отличие вот это вот краешек. Каким образом я вывязывала стенку 5. В этом носочке стенка вывязана следующим образом. Именно края. Я сейчас вам расскажу, почему у нас получается вот такая вот косичка. С одной стороны и с другой. Так, то есть здесь у нас ее нет, а здесь есть. Так, я вывязывала следующим образом. В лицевом ряду вот эти вот две крайние петельки я провязывала лицевыми. Так, то есть получается в лицевых рядах все две петли, то есть все шли петельки лицевые. В изнаночном ряду первая кромочная и вторая провязывалась уже изнаночной. И последние две тоже я провязывала изнаночной. Это на изнаночной стороне. На лицевой получалась вот такая косичка. Ну, я думаю, вам понятно объяснила. Хочу обратить внимание на то, что у нас наборный край набран разными способами. Но вот здесь и здесь он одинаковый, чем здесь. Здесь это эластичный. Вот если брать большие носочки, он будет более виден. И так получается эластичный край. Так, набор петель. А здесь и здесь у нас одинаковый способ. Единственное, отличается тем, что я здесь набирала на одну спицу петли, а здесь на 2. Так, то есть вот в этих носочках номер 2 я набирала спицами 2. 2 спицы брала и вот таким образом набирала петельки. И тогда, когда снимаются уже петли, для того, чтобы провязать первый ряд, у нас получаются первые петельки, они будут более широкие. Так вот, смотрите, когда снимается спица, у нас получаются вот эти петли, они более вытянутые. И, естественно, за счет этого получается и край более такой вот широкий, более объемный. В детских вещах, наверное, это то, что больше всего пригодится. Потому что здесь у нас провязано на одной спице. Видите, как оно стянуло это изделие. Если сравнить вот по размерам, количество петель одинаковое, а ширина совсем разная. Еще одно сходство. Здесь вот в клине подъема я везде делала 4 убавочки. Вот. По 4 убавочки. Я набирала здесь 9 петель по бокам. Здесь у нас 4 убавки шли. Так. И дальше у нас шли ряды лицевые. С одной стороны и с другой. Так. Затем у нас шел вот этот ленточный мысок. Так, ленточный мысок, который провязывается очень легко, и он отличается от вот этого пропеллера. Видите, каким образом? То, что здесь убавочки в 4 местах в пропеллере. Вот это вот убавки. Так. Вот они видны. А что касается ленточного мыска, у нас получается убавки вот таким образом идут. Вот. И с другой стороны. То есть они идут как лента. Если кто-то не знает, как вязать ленточный мысок, вы можете перейти на мой канал. Там у меня есть 2 мастер-класса по вязанию носков. Первый называется МК носки радуга, второй МК носки нежные. И в конце видео вы можете найти, как можно провязать вот такой ленточный мысок. Он хорош для тех, у кого ножка пошире. Так, вот это у нас носочек второй. И также, как и здесь, 4 петельки, по 4 петельки, всего 8, были стянуты иголкой и заправлена нить вовнутрь. Так, чем отличается от первого носочка, первый и второй? Вот этот чем отличается? Вы знаете, он связан на полразмера больше. И, следовательно, он немножко больше, чем первый. То есть длина стопы у нас будет немножко другая. Если сравнить размеры, первый носочек
у нас будет примерно 11,5 длина стопы вся. Здесь у нас уже 12 сразу. Вот видно, что он немножко больше. Спица на полразмера больше. Пряжа одинаковая, расход одинаковый, а размер получается больше. Так. Дальше носочек номер 3. Последний носочек, который я вывязываю. На этот носочек у меня скоро выйдет мастер-класс. Если кого-то заинтересует, следите за новостями на моем канале. И краткое описание этого носочка. Также у нас 32 петельки набраны. Здесь у нас набраны эластичным способом. Вот он, знаете, мне он очень нравится. Так. И очень хорошо тем, что он тянется. Дальше у нас шла резиночка 1 на 1. Высота у нас получается 6 сантиметров. И дальше я делила вязание напополам. Стенка пятки вывязана вытянутыми петельками. Так, где-то 3 сантиметра, чуть больше. Как вязать вот такие носочки? Еще раз повторяю, что будет непонятно, все будет в мастер-классе. Так, после этого в этих носочках была сформирована чашечка лицевыми уже рядами. Так, если у нас были здесь петли вытянутые, то чашечка у нас лицевая, лицевые петельки. Наборный по краю набора, по краю стенки пятки я набирала 9 петель. Здесь у нас 4 убавочки. Дальше у нас идет 13 рядов. Так, при этом сохранялся у меня рисунок. Так, рисунок сверху, резиночка 1 на 1. Вот таким образом шла резиночка. Нижняя часть подошвы у нас шла лицевыми рядами. Что касается мыска. Мысок у меня вывязан здесь звездочка. Как я его вывязывала, более подробно вы увидите в мастер-классе. Единственное, я хочу сказать то, что он хорош тем для худых ног. Так, у кого ножка более худая. Потому что если говорить об этом носочке, ленточный мысок, еще раз повторяю, ленточный, он более такой широкий. Это у меня носочек номер 1, да, номер 2, вот этот. Это ленточный мысок, так, то есть видите, сразу какой-то он становится пошире. Что касается носка звездочка, вот он более такой округлый, так, и смотрится более симпатично. В мыске надо поделить вязание на 8 частей. Если у вас будут петельки лишние, их надо убавить до формирования мыска. И затем делать убавки через определенное количество рядов. Так, в конце оставалось тоже 8 петелек. Я их закрывала, стягивала ниточкой и заправляла нитку вовнутрь. Получились вот такие носочки. Итак, давайте обобщим сходство вот этих вот носочков. Пряжа одинаковая, количество петель одинаковое, вязание на круговых спицах методом Magic Loop. Количество рядов от последней убавки до начала мыска у нас тоже одинаковое. Количество набранных петель по боковым краям стенки 9 петель тоже одинаковое. И количество убавок везде тоже одинаковое. Кроме того, расход у нас одинаковый по 15 грамм. И, в принципе, на этом все. Ну, и то, что я закрывала по 8 петель иголочкой, стягивала ниточку и заправляла вовнутрь. Так, что касается отличий. Значит, отличий у нас очень много. Так, если их взять вот вкратце, обобщить, у нас получается наборный край. Как я уже сказала, здесь одинаковый у нас идет простой классический. Здесь у нас эластичный способ. Дальше. Отличие. Количество рядов до начала стенки пятки. Здесь у нас 25.
Здесь 24, а здесь всего 20. Но практически все одинаково. Видите, как сыграла роль резиночка 1 на 1 и спицы номер 4. Дальше отличие: стенки пяточка сама. Стенки провязаны разным способом. И вот эти вот края боковые в том числе. Так, чашечка у нас тоже вывязана разными способами. Вот у нас одна чашечка. Это у нас поворотные петли. Получается платочная вязка лицевыми. Здесь у нас лицевые и изнаночные. Так. И здесь у нас тоже лицевые, правда, все. Так, то есть если сравнить, вот у нас чашечки. Вот такая у нас получается картина. Единственный момент, я хочу еще обратить внимание на то, что у нас в первом носочке чашечка провязана так, что у нас получается вот эта вот косичка, видите? А во вторых носочках у нас этой косички нет. В чем они отличаются? Так, отличие будет следующее. В этом носочке, в чашечке, я делала убавки. В лицевых рядах за 2 петли вместе провязывала лицевой одной. В изнаночном ряду за 2 петли вместе изнаночной. В этих носках, почему получается вот такая у нас чашечка, видите, косы нету, я провязывала следующим образом. За 2 петли вместе в лицевых рядах у меня наоборот была изнаночная петля, а в изнаночных рядах 2 петли вместе были уже лицевыми. То есть наоборот. Если здесь у нас лицевая сторона, я провязывала за 2 петли вместе лицевой. На изнаночной стороне провязывала 2 петли вместе изнаночной. Здесь не так. Здесь у нас получается наоборот. Если лицевая сторона, значит я за 2 петли вместе изнаночной. А на изнаночной стороне уже делала убавку за 2 петли вместе лицевой. И у нас получается эта коса спряталась вовнутрь. Смотрите. Вот она. Вот эта коса. То есть я делала здесь наоборот. А здесь у нас коса на лицевой стороне. Поэтому если хотите делать косу вот таким образом, значит провязывать должны на лицевой стороне за 2 петли вместе лицевой. На изнаночной стороне за 2 петли вместе изнаночной. Что касается третьего носочка. Раз у нас коса это есть, значит я провязывала тоже в лицевых рядах за 2 петли вместе лицевой. А в изнаночных за 2 петли вместе изнаночной. Вот так формировалась чашечка. Отличие еще. Мысок. У нас делилось на 4 части. Это у нас метод пропеллер. Во вторых носках у нас ленточный мысок. Вот такая ленточка получается. И здесь у нас мысок звездочка. Длина стопы у нас немножко отличается. Еще раз напомню, что это у нас провязаны спицей номер 3. Это 3,5, там 4. 3, 3,5, 4. Если у нас на тройке, значит у нас длина стопы 11,5. Так, берем на 3,5 и уже длина стопы 12 сантиметров. А здесь, как ни парадоксально, спица номер 4, но у нас получается 11,5. Казалось бы, но так оно получается. Какие выводы мы можем сделать по вязанию носочков? Во-первых, я хочу обратить внимание на то, что если вы хотите иметь более рыхлое изделие, значит берите спицы побольше. Вот на таком примере. Так. Что касается
полотна, которое хотите, чтобы было полиплотно, значит, берите спицы поменьше. Единственный момент, вы должны обратить внимание на то, что мысок, за счет вот этого мысочка, мыска, звездочка, у нас получился тупой конец, тупой мысок, и длина у нас уменьшилась. Но это на любителя. Хотя мысок выглядит очень симпатично. В завершение я хочу сказать, что вся информация, которую вы сегодня услышали, это касается не только вязания носков, но и различных других изделий. Если вам было сегодня полезно послушать эту информацию, я буду очень рада. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте пальчик вверх, пишите, может, какие-то комментарии, что вам понравилось, какой вам больше носочек понравился. Так, если будут какие-то вопросы задавать, я на все их отвечу и буду очень рада вам помочь. Всем спасибо за просмотр.